Всем привет! Как и обещал, сегодня обзор моего токарного станка. Это видео больше для тех людей, вернее, не для подписчиков в основном, хотя кому-то может интересно будет, а для тех, кто собрался делать свой токарный станок. И сегодня я расскажу про свои ошибки. Так, ну а теперь общий вид посмотрели, начнем. Самая деталь важная в станке, которую я считаю, это станина. Потому что любую деталь, переднюю бабку, суппорт, заднюю бабку, понятно, можно заменить. То есть у вас есть площадка станина, и вы под нее делаете там суппорт, устанавливаете бабки и так далее. Но станину заменить, это значит переделывать полностью весь станок. И я с этим столкнулся. Потому что, насмотревшись роликов, я начал делать с двух швеллеров, посередине двутавр. И потом, когда я уже начал, сделал станину, вроде все, ага, хорошо, прелестно. Суппорт 1 сделал дребезжание, суппорт 2 сделал дребезжание. Короче, это у меня уже 5-й суппорт. Вот. И почти год, 9 месяцев я мучился с той станиной, не зная причины, почему у меня станок по большому счету и не работает. Пищит, скрипит, что-то там точит, но не то. Шелеста, резания не было. И наконец-таки я разродился и решил сделать с рельс. Также, глядя на ролики, я увидел, что некоторые люди делают с рельсов. Как только я сделал с рельсов, улучшения уже сразу стали заметные. И потом, так как я свой станок постоянно закидывал на YouTube, заливал на канал, то люди, смотря на него, давали мне советы. В общем-то, я и просил об этом. И всегда в каждом видео почти прошу людей давать советы по моим делам. И очень многие сказали, что... То есть у меня вот этих перегородок раньше, видите, вот этого типа ферм, их не было. Были просто две рельсы, установленные на столбы. То есть спереди вот тут на столбах сейчас замуровано, посередине и вот там вот сзади. Вот. И мне люди писали, что рельсы, хоть даже незаметно глазу, их перекручивает. По чуть-чуть перекручивает. Из-за этого все дребезжание тоже есть. Хотя после установки рельс намного лучше станок стал работать, чем на швеллерах. И потом, когда уже люди мне насоветовали, я начал делать вот это вот дело. Попробуем пока без штатива. Смотрите, снизу я опустил двутавр, который раньше у меня был вместо станины. И дальше уже двутавр этот соединил с рельсами по типу фермы, треугольниками. То есть приваривал уголки, разметил, рассчитал, чтобы более-менее ровно было. И приваривал треугольниками. И у меня получилось теперь треугольники, видите, да? И так треугольник, и так треугольник. Короче, получилась треугольная конструкция. Две рельсы и двутавр. Между собой соединены треугольником. Ферма Уоррена. Вдобавок соединил еще этими перекладинами, не помешают. И раньше я сразу, как сделал только эту станину, я соединил каждые 30 сантиметров, по-моему, шпильками регулировочными. Они у меня с гайками, они у меня подтягиваются. С этой стороны резьба нарезана в рельсе и вкручена шпилька. А здесь и здесь с двух сторон гайки. То есть я все-таки вот это расстояние, вот это вот могу выводить более-менее точно на всем протяжении. И оно выводится действительно. Чуть-чуть где-то поджимая или отпуская, сразу чувствуется. И по задней бабке, например, бабка бывает, чуть подтяну, она хопа заклинивает уже. Так, по станине дальше. По станине. Наверное, все по станине рассказал. Переходим к передней бабке. Передняя бабка у меня стоит баклуша с силосного комбайна Дон. Она крепится на 4 болтах. Гайки на 30. Под ключ на 30. То есть затягивает, по идее, крепко. Вот. Тут между подшипниками расстояние. Какое же расстояние? Больше 30 сантиметров. Вал внутри на 60. Шпиндель. Был сначала не сквозной. И недавно я его поменял. Нашел трубу
толстостенную. И поменял его уже на эту трубу. Выточил уже. На этом станке я себе выточил шпиндель на токарный. Ссылку на шпиндель. Так, потом вдруг забуду сказать. Шпиндель на ссылку на шпиндель. Дальше ссылку на полное устройство суппорта. И как сделать заднюю бабку из домкрата, я ссылки тебе оставлю под видео. Вот, 3 ссылки будут точно. Потому что сегодня я просто расскажу, а в тех видео уже досконально разбираю. То есть разобранный шпиндель будет, суппорт будет разобранный и бабку как сделать. Так, бабка крепится. Это я бетонировал уже потом. У меня здесь трубы варены еще, залито. Бабка крепится, вот такие же рельсы, отрезаны куски и перевернуты вот так. То есть вот этими подошвами кверху. В них прорези. И уже в эти прорези вставлены болты шляпками к низу. И сверху я затягиваю. Крышки у меня эти разобранные. То есть все 4 стороны вот этих оранжевых железных, они снимаются. То есть я могу в любой момент снять любую сторону, открутить гайки и выставить как надо мне бабку. Здесь шкив, он надет на трубу и фиксаторами закреплен. Ремень одинарный, профиль А. Двигатель 2,2 киловатта. Подключен через частотник. Через частотник. Что тут продолжать? Так, передняя бабка. Ну и все, тут тоже повозился, один раз выставил, в общем-то и работает. Поехали на заднюю бабку. Задняя бабка. Даже не знаю, от какого это станка. В ней раньше был или КМ2, или КМ3. Растачивал я уже сам. Потому что оснастка в основном у меня, которая мне сразу досталась, там более-менее где-то по дворам нашел у людей, КМ4 было. И поэтому, ни хрена еще не понимая, взял пиноль, вытащил в патрон, расточил. Потом на директлоте взял 2 развертки КМ4. Ну, черновую и чистовую. И уже развертками прогнал КМ4. Сейчас все тут ставится, все тут работает. Сейчас покажу. Вот, например, сверлильный патрон. Ставил. Все стоит. Ну и стоит по-любому. Вот упор колеса. И все, он вышел. Думаю, наверное, нормально. Не знаю, я-то другого и не видел. Поэтому судить мне об этом сильно не приходится. Главное, что она работает. Так, как я выставлял заднюю бабку? Я просто выкрутил пиноль. Дальше зажал ее, зафиксировал. Чтобы она стала так, как уже... Ну, то есть бабка стала... Зажал в патрон, пиноль. И дальше уже вот здесь вот зазор между вот этой вот основанием и... Ну, выбирал, короче, железки всякие подкладывал, смотрел, сколько будет. И то все равно, даже когда, то есть зажато было в патрон, подкладывал железки, уже плотно входили, все. Но когда прикрутил и поставил, оказалось, что чуть-чуть она ниже. И поэтому, видите, мне пришлось прокладочки ставить, железные еще металлические. Может, тоже это неправильно, я не прав, возможно. Но оно работает нормально. И все, она теперь ездит, работает. Тут зажим у нее. Все. Она уже никуда. По бабке. Ссылка будет, ну, понятно, не на эту бабку. Потому что об этой разговаривать нечего, она заводская. Она мне досталась уже потом почти на халяву. Я ее за 1000 урвал. А как сделать из домкрата бабку, смотрите. Ну и остается суппорт. Более подробное описание суппорта тоже в ссылке будет. А так быстро пробегусь. Это у меня уже 5-й суппорт на этом станке. До этого я делал и на уголках на ластохвосте, и на трубах. Последний, который у меня был, уже чугунный, мощный, хороший суппорт. Я его, ну, тоже делал самодельный, из противовеса. Короче, он работал, он на нем отрезал. Он у меня год проработал. Но там была несоосность. То есть, если я выставлял перпендикулярно поперечку, ну, перпендикулярно оси вращения, то у меня чуть-чуть конусила малая продольная.
Если я малую продольную выставлял, соответственно, конусила поперечка. И мне это надоело, туда-сюда его тыркать, каждый раз с индикатором бегать. И я на Директлоте взял отдельно от станка суппорт, вот это с поперечкой, ну, вот так вот, без малой продольной. Вот это вот поперечку и без этих шестерен. Это я сам делал. Короче, поперечку взял для станка. Тут уже тоже пришлось мудрить, потому что у нее направляющие вот должно быть, где идут. Здесь одна, а другая здесь. Мне пришлось уже по свою станину вот здесь вот делать направляйку. Ну ничего, все работает. Нормально работает, точно отрезает. И сверху на стандартное крепление, которое... Блин, получится. Вот он. На гайках, на болтах, все как положено. Короче, все закрепилось тут. Все нормально. И точу я в основном все-таки малой продольной. На заводских станках ею редко пользуются, только для точения конусов. Но так как станина все-таки это рельса, и даже какая-то линейка там, или штангель мне показывает вот это расстояние всякое ровное, более-менее, то все равно при удалении, например, на 30 сантиметров от патрона, понятно, что где-то на рельсах будет искривление. И то есть продольно точить, вот именно самой большой вот этой продольной, ну, не имеет никакого смысла для меня. Это просто для езды суппорта. А точу я всегда малой продольной, чтобы было уже точно. Вот. Да и в основном-то все операции проходят возле патрона. То есть хода малой продольной хватает. Крутить ее намного удобнее, чем продольную большую вот эту вот. И поэтому пользуюсь я при точении только малой продольной. А этому уже просто перевести суппорт, если надо, куда подальше. Ну, эти шестерни я собирал все... Так, это знаете откуда? Редуктор мотороллера «Муравей». Почти все шестерни там, да не почти, а все они оттуда, эти шестерни. Это венец маховика вазовский вместе с шестерней Бендикса. Вот она. Шестерня это. И оно все работает. С люфтом, конечно, вот видите люфт. И как я не пытался поджимать, люфт есть все равно. Во-первых, он на шестеренках есть, а во-вторых, вот даже на венце. Видите, какой люфт? Ну, я же говорю, я ей не точу, только для перемещения, поэтому нормально. Тут все закреплено. Да, малую продольную тоже брал на Директлоте. Она вообще полностью новая. Ни разу на станке не стояла. И, в общем-то, досталось не задорого. Ай, уже пыли насела. Сегодня будет у него почин. Через час приедет человек, у которого в поле сломался палец на плугу. Попросил выточить. Буду ему точить сейчас палец. И поэтому я кинулся сейчас снимать ролик, пока станок полностью чистый. Еще он не в масле, не забрызганный ничем. Ну что, давайте поточим. Специально резец поставил убитый. Посмотрим. Я им обычно алюминий это обрабатываю. А сейчас вот попробовал без вас. Работает по стали еще нормально. Для меня нормально. Давайте на полрезца. Я даже сам не знаю, что сейчас будет. Но сейчас будет вибрация все равно. Да, это много для него. Вот, так лучше. Опа, много. Но если резец заточить нормально, я думаю, больше еще возьмет. Вот. Если сильно не усердствовать с подачей, в наглую не давить, снимает нормально. Опа. Сейчас оборотов добавим.
сразу пошел как по маслу. Ух ты! У меня так и камеру заберет с собой. Ёп! Так бывает. Да снимайся ты. Так, ну вот, что получилось. Ладно, сейчас попробую тоненькую еще снять раз. Почище. Вот так вот, еще оборотов больше. Кружку наматывает, блин. Вот так. Смотри. Вот вы сейчас слышали, наверное, что никакого дребезжания, ничего нет. Более-менее точно. А сейчас попробуем главную операцию. Попробуем вот этот кусочек теперь отрезать. Для старта масла. Чуть-чуть. Сош у меня нету. Не пользуюсь. Все, пробуем. Как-то так. Ну что, попробовать вот здесь. Сейчас штангель возьму, замеряю. Сколько я сейчас отрезал. Сейчас у нас 23,5. А здесь навряд ли он сейчас без дребезга возьмет. А здесь 38. А 38 навряд ли он возьмет. Ну, давайте попробуем. Может, попищит да пойдет. Так, подогнали. Нормально. Поехали. Опа! Стоять. Хватит баловаться или... Ну, сбоку пройдем еще. Хотя приподняла. А что приподняла? Надо будет посмотреть на видео.
Аре, все, он уперся, по-моему. Так, а приподнялась, по-моему, ну я пересмотрю, да, и вы, скорее всего, видели, потому что деталь чуть наискось сейчас пошла. Кулачки не проточенные, она, видать, в кулачках сдвинулась. Когда закусила, она чуть-чуть поменяла свое положение. Вот это она и приподнялась. Не может же патрон в подшипнике так подняться прямо на глазах. Ну это ладно, разберусь. Ну и вы посмотрите, напишите, что вы об этом думаете. В благодарность за то, что вы до сих пор еще смотрите это видео и не переключились на другое, я дам вам один совет. Ну, совет для тех, кто решил себе построить токарный станок. По мотивам роликов из Ютуба. Мужики, не обращайте внимания на то, что, например, человек делает там красиво, как заводские детали, все. Всегда заходите к нему на канал и смотрите последнее видео «Испытание станка». Вот у кого есть на канале такое видео, где он показывает, как он точит, там, если еще и отрезает, вообще хорошо. Не хочу себя хвалить, но похвалил. Вот. Только когда убедитесь, что этот человек что-то этим станком может делать, только тогда можно следовать его советам и по его там роликам делать себе что-то. Потому что если бы этот совет, вот я бы за такой совет дорого бы отдал, если бы в свое время мне его кто-то дал. Я бы сэкономил кучу времени, кучу денег, потому что, как я уже сказал, вторая станина, дальше 5 суппортов, это 5-й суппорт. Да много тут много металлу, который я уже пустил там, ну на другие дела, да, что-то в металлолом пошло, но это все стоило денег и времени. Правда, производство этого станка было в радость. Я бывало среди ночи шел сюда, чтобы его делать. В общем, я время потерянное не считаю. Это не потерянное время, это жизнь. Это я с радостью прожил эти минуты. Поэтому это не потеря. Но деньги потерял, да. И только потом уже, я же говорю, когда... Первая моя ошибка была, я вот среди роликов смотрел, тоже так же, 2 года назад. И нарвался на одного паренька, не буду я сейчас фамилии называть никакие, ни имена каналов, ничего, чтобы никого не обидеть. Ну, нарвался, его с первого видео, у него, ну, красиво он делает. Все смачно, все. И я по его советам начал делать. И когда я сделал свой станок, он у меня ни хрена не точил. Я думаю, а дай-ка я посмотрю, как он у него точит. Зашел, оказалось, что у него, он после испытания этого станка и канал забросил свой даже. То есть он делал, видео выкладывал. Вот это, станина, поперечка, то, все, ластохвосты, все хорошо, все красиво. Дошло время испытать станок, он попробовал, он у него дробит, скоблит, пищит. И все, и, видать, у человека руки опустились, и он плюнул на это дело, потому что дальше видео просто нет. И вот это была моя ошибка. Не посмотреть сразу. Поэтому я вот еще раз повторю. Находите ролики, где есть результат работы. И только по советам тех людей, не надо меня слушать, я тут и советов-то не давал, не надо. Есть люди, которые, много уже вот роликов на ютубе, у которых станки точат, отрезают, а у них там и автоподачи есть, да много чего есть. Вот у них смотрите, учитесь. А не у тех, у кого миллионы просмотров. Потому что посмотришь, бывает, там спросишь, как сделать поперечку, например. Видео выскочили и смотришь. Ух ты, 500 000 просмотров, наверное, это дельное. Уши развесишь, блин, и начинаешь за ним повторять, и в итоге ничего не получается. А есть каналы, на которых, ну, нету ни подписчиков, нету там супермонтажа никакого, музыки, ничего. Но там люди рассказывают именно вещи. Нормальные, реальные вещи, которые можно делать. Поэтому... Все, заболтался, короче, я уже. Поэтому все. Вот совет, который... Не любители давать советов, но это один такой совет, который действительно вам сэкономит и время, и деньги. Все, короче, удачи, пока, всем здоровья.